Значит, он идет как падший ангел, но не в плохом смысле. Просто это общество, которое в том другом цикле раньше по каким-то причинам не сдало экзамена на космический кодекс чести. Есть общество, которое сдает кодекс чести на райскую цивилизацию, на эпоху бессмертия. Значит, но на космический кодекс чести сдать очень тяжело. Так вот, какое-то общество не в состоянии было сдать экзамен. Это не значит, что оно плохое было. Оно пошло в 7-й пояс Аида. Так вот, это общество вот сейчас, на эпохе бессмертия, оно вообще идет настолько победоносно, настолько чисто и красиво, что, видите, они заслоняют собой даже солнце, то есть райскую цивилизацию. Ну, рай и так положено, он и так будет. Человек рая, он вообще, ему все равно, что на нем одето. У Ленина был один костюм, и не надо ему другого было, на него невозможно было другой напялить. На Крупскую невозможно было тоже другой сарафан напялить. Эти люди совершенно им безразлично, что они едят, что их окружают, какой там диван у них, какой там у них стол, какой там у них шкаф. Есть на чем поспать, и ладно. Они совершенно к этому, значит, равнодушны к этому комфорту. Но не таковы люди другие. Так вот, конечно же, заслуг райской цивилизации не будет в том, что они вот такие будут, значит, да. А вот Венера, да, она, значит, за Венерой будут очень сильно наблюдать за этим обществом, как оно себя поведет. Так вот, оно поведет себя безукоризненно. И вот ее поступь, ее поведение будет вызывать просто у Всевышнего, самое такое теплое чувство, самое радужное. И вся похвала будет в основном относиться только к ним. Видите, значит, что ее курс будет столь добродетелен, что она заслонит с собой солнце. Из-за гнева того, кто будет ждать воды, из-за большой яркости все войско взволновано. Благородных людей погрузят на 17 кораблей и отправят по Роне. Послание придет слишком поздно. О чем здесь речь? Я вчера говорила, что Галгал, не Галгал сам, а ударная группа, военная ударная группа под руководством Суворова выходит позже. Они переходят через Альпы, значит, под управлением Суворова, самого главнокомандующего. То есть переходят на наш земной план, опять-таки через подмену души они идут. Так вот, из-за гнева того, кто будет ждать воды, то есть их прихода, все будут, конечно, уже все будут знать обо всем. И будут знать, что они будут выходить на этот план. И будут знать, что с их приходом очень много изменится в обществе. И станет легче бороться и с преступниками, и с паразитами, и с врагами. Так вот, из-за большой яркости все войско взволновано, то есть из-за информации и оповещения, известности. Взволнованы там вверху, вот те, которые будут выходить, взволнованы те, которые тут будут ждать. Благородных людей погрузят на 17 кораблей. Почему на 17? Значит, число 17 символизирует 17-й год. Значит, эти корабли будут идти под эмблемой 17-го года. На землю сюда, к нам возвращается то общество, которое делало революцию 17-го года, которое сражалось во время гражданской войны и интервенции в рядах Красной Армии. Вот это войско идет под эмблемой, значит, 17 кораблей, то есть 17-го знака, 17-го года. Вот их отправят по Роне, то есть по реке, значит,
сюда в народ. Но послание придет слишком поздно. Они приходят уже в 90, там есть подправка, что они будут переправляться в марте, нет, в апреле-мае месяце 97-го года. Но почему поздно они еще приходят? После того, как будут убиты 2 пророка. Вот все-таки не исключается, вот по Библии там, значит, идет убийство 2 пророков. И здесь тоже идет, что будут убиты 2 пророка. Ну, возможно, но есть еще другие Катрены, что, возможно, если эти 2 пророка выполнят свою программу раньше, и будет благоприятно, будут благоприятные, как говорится, условия для принятия, значит, этой информации всеми остальными, без задержки. Если Нижний Аид не будет ставить таких больших барьеров и, значит, препятствий, тогда, возможно, этого убийства не будет. А если будет, то сразу после убийства этих 2 пророков идут вот эти, значит, выходит на земной план Галгал, военный Галгал. Что? С чего Солженицын? О, что вы? А? Нет, я вообще плохо отношусь к Солженицыну. С чего это вы взяли? С какой стати? Давайте посмотрим. Человек, который даже не разобрался, кто такой Ленин, кто такой Сталин, все смешал в одну кучу. Все буквально, что сделал Сталин, отнес на голову Ленина, упаси Бог. Какой же он пророк, если он даже в таких пустяках не разобрался? Вы знаете, подумайте сами, я не могу говорить вам. Так, что? Товарищи, кто хочет уйти, кому нужно далеко ехать, вы, пожалуйста, не ждите. Вы знаете, я прекрасно знаю, что в четверг, в пятницу уходило тоже много людей, шли на 3-ю смену. Вы не ждите, уходите. Пока меня еще не выгоняют, я буду с теми, кто будет слушать, но не ждите, далеко, конечно, ехать. Что? Ой, вы знаете что, записки... Вот у нас к вам просьба ответить на записки, потому что все Катрены через 2-3 недели книга выйдет, мне издатели сказали, мы все прочитали. А вот записки нам очень важны, найдите записки, пожалуйста. Давайте, я буду долго читать, потому что я уже уверена, что тут много записок, которые будут вопросы пустяковые. Но это мне все равно их надо читать, а у нас время очень мало, нам осталось 7 минут. Давайте с места. Что? Вы знаете что, вот такие вещи, идти вашим детям в МВД, в школу МВД или не идти, вы должны решать сами. Свои проблемы, свои задачи, свои решения не перекладывайте на плечи других. Это дается вам все. Вам для выяснения, для принятия решения. Вы должны такие вещи принимать сами. Не важно, что вы родили своих детей в Казани. Пожалуйста, давайте по теме. Значит так, вопрос, по чьей редакции у меня Катрены? Я пользовалась несколькими, значит, переводами от разных переводчиков. Почему? Потому что очень много Катренов испорчено. Конечно, чтобы их правильно перевести, надо было понимать суть и соль. Я понимаю.
что даже переводчикам было очень трудно передавать. Поскольку это шифрованные тексты, их нужно было абсолютно точно изложить. Но многие переводчики стали приглаживать, сглаживать, вносить много своего, чтобы этот Катрен так красиво, знаете, так вот лился. А это значит, что вот в таких Катренах я уже не могу взять шифра. Все, этот Катрен потерян. Я вынуждена была пользоваться 3 источниками, даже источниками от 4 переводчиков. У одного переводчика этот Катрен годится, у другого другой. И так далее, и так далее, значит. Очень много Катренов, значит, вообще настолько извращены, что их ни с какой стороны даже подойти нельзя даже у 3 переводчиков. 3 переводчика, и опять-таки все неправильно извратили. Значит, я пользовалась, значит, переводами Берзина, затем переводами Голицыной, там еще, но в основном Берзина. И, ну, другими тоже, конечно. Давайте по теме. Так, Генрих Счастливый. Значит, Нострадамусу приходилось лавировать, приходилось хитрить. Ни одного Катрена, можно сказать, что не посвящается никакому Генриху Счастливому. Это все макияж. Генри Полюс, да, есть, притом Генри Полюс – это Нижний Аид. И есть даже такой Катрен, что готовь трофей Генри Полюс. То есть приноси свою дань и давай с тобой прощаться. Да. Вот противоречие между вашей книгой и Библией. Например, Христос говорит, когда ударится в щеке, подстав другую. Вы же говорите, должны вырабатываться бойцовские качества, и должны его, короче, истреблять. Но у нас, допустим, начальник вот своему служению за $1 продал служебную площадь, это такой жадности я не видел. И как с ним смириться? Ведь если ему поддаться, как говорит, останется вообще голым. Вот здесь противоречие. И много отличается между вашей книгой и Библией. Кстати, в Библии есть вещи, которые были внесены религией. Есть такие детали, что там подмешала церковь. И Христ никогда не говорил таких вещей. Вспомните, что говорил Христ вот в первой части книги. Значит, да, возьми меч, а не подставь щеку. Да, Пушкин был пророком. У него почти все вообще произведения были курированы через телепатический канал связи. Ну, я уже писала, что это, значит, ну, понимаете, например, под Царевной там кодируется вообще у Пушкина цивилизация Ной. Райская цивилизация промежуточного мира. Молодая, значит, отрасль от квантового мира, от райской цивилизации квантового мира. Что вы видели у меня? Этот месяц? У вас хорошая фантазия. Тоже будет. Дети тоже, понимаете, будет тоже замена души. Кто не пойдет? Обязательно.
Здесь ничего нет такого абсолютно, понимаете? Замена души, ну и что? С одного тела в другой человек даже знать не будет. Притом будут найдены такие же подходящие условия. Но если не подходит под кодекс чести, ну что, вы смотрите, сколько преступников, вы же все кричите и ноете от них. Посмотрите, как вас зажала теневая экономика. Вы стонете, ну куда же больше еще этих людей? Хватит. Я не поняла. Огненное крещение по Шамбале? Вы знаете, правда, я не читала их, я не знаю, в общем-то, вот содержание я совсем не знаю. Это все шифровки. Когда я еще приеду, я не знаю. В общем, я приеду после того, как будет написана 6-я книга. Это расшифровка песен Высоцкого. 6-я книга. И вот тогда я приеду к вам. Нет, хватит лекций, хватит. Нет, я не сказала с Волги, товарищи, опять давайте вернемся. Я не говорила, что с Волги придет лидер райской цивилизации. Я говорила, что он будет связан с Волгой. Опять-таки, каким образом он будет связан? Чуриков нет, ничего не говорит. Я вижу, что вы ничего не поняли из того, что говорилось здесь на лекции. Так, соберите. Так, товарищи, до свидания. Я благодарю вас за внимание. Я желаю вам всего хорошего. Я думаю, что вы очень-очень много поняли на этой лекции. А вот, Валентина Павловна, когда родился Казанник? Нострадамус. Нет, я говорю... Я тоже брала кое-что из этого. Кое-что брала, да. Вы не скажете, у вас есть отношение с душой Леонардо да Винчи? Я не ошибаюсь? Вы знаете, с Леонардо да Винчи очень много, у него очень много родственников, очень много родственников. Но вы являетесь духовной родственником? Валентина Павловна, а когда Казан? Вы знаете, я не знаю. Когда родился Казанник? Казанник, ну когда он родился? По-моему, в 42 году. Понятно. Я точно не знаю. Не будет. По местам идет, что не видите? Какой мор? Холод идет. Ну, великий глад, голод. Нет, там правильно. Нет, не будет. Не будет, да? Сейчас птичьи. Ну, там же написано в книге, что люди будут Никак. на площадях, на метро и так дальше. Видели, как написано. Не будет этого. Вот скажите, пожалуйста, в 74 поколении, в 10 центурии, до смерти всей жизни, 70 тысячелетий, что означает? Нет, такой, Отсутствует. Валентина Павловна, Трофеев. а почему с вами, Хватит на а многих. почему официально с вами вот никто не дискутирует? Вот все избегают почему-то, ни политики, ни социологи, вот философы. Почему никто ни с кем вы не спорите? С вами никто не спорит? А мне пока некогда. Я должна работать. Да? А то есть, как кто поет, так и начинает сразу. Есть же у нас круглые столы. Да? А вот я хотела спросить вас, а как получилось, что прям полностью вся религия отрицает? Религия полностью вся отрицает? Да, это отрицаете, да? Полностью религия отрицает. 12 литров вода. Я не буду по-разному понять. А сколько можно
долгом за народ. Вот она сказала, что отрицает. Вера в Бога, за католические законы, а вера в религию. Валентина Павловна, а вот спрашивают, а вера сама тоже отрицается? Религия это область для Под народа. Богом кодируются космические законы. Под Богом, да? Космические законы. Спасибо вам. Нет такой личности, которой бы надо было, которой бы надо было как бы относиться к каждый кого-то. Полевичок вам дал йогу, что его посадили, поливали, потом хлеб пекли, как он у вас первый спички, потом снова спички разжигали, и потом напекли хлеба на утро. Так оно и есть, наверное. Они уже давно ходят на Так, Серега,